Телефонный звонок Путину, что собирается сделать Трамп в первый день своего президентства и как многодетную мать из Узбекистана отправила воевать против Украины послание покойной свекрухи. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В тылу врага в РФ и Украине одновременно заявили об удачных спецоперациях спецслужб. Детали охоты. Созвонились и поговорили. Сразу несколько источников заявляют о тайном звонке Трампа Путину. Почему в Кремле отрицают это и что действительно происходит? Умершая свекровь отправила на фронт. Женщина бросила 6 детей, чтобы спасти мужа-оккупанта. Подробности странной истории. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начнем. Россия продолжает наносить смертельные удары по Украине авиабомбами и ударными БПЛА, которые стали все чаще улетать в Беларусь. В ночь с воскресенья на понедельник из РФ было выпущено 74 «Шахеда». В Николаеве БПЛА ударили по многоэтажному и частному дому. Известно о 5 погибших, 1 женщина получила ранения, сообщил глава областной военной администрации. А вот по Запорожью россияне били авиабомбами. Пострадало как минимум 22 человека, в том числе 5 детей. Погиб пенсионер. Кроме того, уже утром 11 ноября россияне ракетой ударили по Кривому Рогу, вновь по жилой 5-этажке. Зеленский заявил, что Украине необходимо оружие для защиты от российского террора. Украинская разведка уничтожила российский штурмовой вертолет Ми-24, и произошло это не на поле боя, а на аэродроме Клин-5 в Московской области. На официальных порталах ГУР было опубликовано видео, как утверждается, горящего вертолета. В ведомстве Буданова уточняют, что это воздушное судно входило в состав 92-й эскадрильи 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ. Тем временем в России эту потерю не подтверждали, но вдруг заявили, что сотрудникам ФСБ якобы удалось сорвать операцию украинских спецслужб по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8 ВКС РФ. В Федеральной службе безопасности уверяют, что операция ГУР была сорвана. Согласно сценарию, российский летчик должен был вывести семью из РФ, перед вылетом отравить своих коллег, а вертолет доставить на территорию Украины за 600 или 750 тысяч долларов. Отмечу, что в Украине эту информацию не подтверждали. Трамп и Путин провели переговоры. В этом уверяют сразу как минимум 2 западных медиа. Первая публикация о телефонном разговоре появилась в воскресенье в Вашингтон-Пост, а уже 11 ноября о том, что разговор состоялся, сообщило агентство Рейтер. По данным Вашингтон-Пост, такой контакт произошел в четверг, 7 ноября. Трамп советовал Путину не обострять ситуацию в Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе. Они обсуждали цель мирного сосуществования на европейском континенте, и Трамп выразил интерес к дальнейшим переговорам для скорейшего разрешения войны в Украине, сообщил один из источников. В материале также говорится, что Украину уведомили о том, что Трамп будет говорить с Путиным. В то же время Рейтер пишет, что Киев никто ни о чем не предупреждал. Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка. В Москве же вообще заявили, что разговора между Трампом и Путиным не было. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. То есть это просто ложная информация. Был ли разговор или это не публичная часть переговоров и почему сразу в нескольких изданиях со ссылкой на свои источники появляется такая информация, а также о том, насколько выгодны россиянам контакты с Вашингтоном. Эти темы мы обсудили с политическим аналитиком, ярой противницей режима Путина Ольгой Курносовой. Мне кажется, как раз то, что Кремль отрицает этот разговор, скорее говорит о том, что он был, и он был нелицеприятным для Путина. Именно поэтому Кремль отрицает сам факт этого разговора, потому что он не может никак его прокомментировать. Как вы считаете, как много вопросов сейчас решается не публично и не озвучивается, чтобы не сорвать определенные договоренности? Поделитесь своим мнением в комментариях.
первый же день своего президентства Трамп усадит за стол переговоров Россию и Украину, чтобы положить конец войне. Такое заявление в эфире Fox News сделала пресс-секретарь республиканца Каролин Ливит, которая также напомнила о том, что Трамп неоднократно выступал о заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом. А вот если Трамп увидит, что Путин недоговороспособный и не хочет завершать войну, то у новоизбранного президента США есть как минимум два рычага давления на Москву, считает политический аналитик Ольга Курносова. Один из них — это снятие запрета для Украины бить дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ, а второй — это прямая угроза самому Путину. Ну и, конечно же, я прекрасно понимаю, что когда Трамп говорит о том, что ему есть что сказать Владимиру Путину, да, я понимаю примерный контекст, потому что, имея ту спутниковую группировку, которая летает в космосе, Соединенные Штаты видят местонахождение российского диктатора каждую секунду. И, соответственно, у них есть и вооружение, и средства доставки, и конвенциональные, не ядерные, которые могут уничтожить любой бункер Путина, в котором он находится. До инаугурации Трампа, то есть до 20 января, Байден будет убеждать Конгресс и Трампа в необходимости дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил советник нынешнего президента Салливан. Он также заявил, что администрация Байдена до завершения своего срока постарается сделать все, чтобы использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на военную поддержку Украины. И, конечно, президент Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе. The Telegraph сообщает, что премьер-министр Великобритании вместе с президентом Франции Макроном собирается убедить Байдена в том, что Украине надо дать разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ. В Лондоне надеются, что это произойдет до прихода Трампа в овальный кабинет. Кстати, сразу после выборов в США мир следит еще и за ростом биткоина. В эти дни он обновил свой исторический максимум и держался на уровне 82 тысяч долларов за один биткоин. В Беларуси уверяют, что уровень поддержки Лукашенко среди населения равен 80%. Такие данные публикуют пропагандисты Лукашенко со ссылкой на аналитический центр «Экоом». Там уточняют, что в рамках социсследования «Факторы устойчивого развития», который проводился в течение 3 недель, опросили 1580 белорусов. Те якобы отвечали на вопрос, в какой степени вы доверяете президенту. В Минске заявляют о 80% поддержки и 13% недоверия. Статистической погрешностью считают 2,5%. Напомню, что в 2020 году ЦИК Беларуси, который полностью подконтрольна Лукашенко, также заявляла о том, что именно Лукашенко набрал 80% голосов во время президентских выборов. Кстати, подобные проценты поддержки среди населения рисует и Путину. Команда Нехта ранее рассказывала, что социологические опросы в странах с авторитарными, диктаторскими режимами, как правило, искажают показания и не отражают реальной картины мира. Отмечу, что под одним из недавних выпусков на нашем канале вы уже реагировали на опросы, которые проводились в Украине и России и касались завершения войны. Подписчики были не согласны с результатами и писали, к примеру, такие комментарии: «Не верю, врете, я уверена, процент другой, люди не готовы ждать сколько угодно, люди хотят мира». Участвуете ли вы в таких опросах и какие ответы даете? Напишите, пожалуйста, свои ответы в комментариях. По велению покойной свекрови бросила 6 детей и отправилась воевать против украинцев. Российские медиа героизируют семейную пару из Узбекистана, которая решила стать на сторону российских оккупантов. Телеграм-канал ШОТ сообщает, что супруги Айдиновы сейчас на передовой. Мужчина отправился воевать против ВСУ первым, был добровольцем, а уже спустя 1,5 месяца к нему приехала его супруга Хулкар. Ей приснился сон. Покойная свекровь сказала невестке, чтобы та самопожертвовала собой и отправилась на линию фронта, чтобы оберегать мужа от ранений. Женщина так и сделала, оставив при этом 6 детей. Младшему было всего 8 месяцев. Теперь детьми занимается старшая дочь, которой 23 года. Братья и сестры называют ее мамой, а вот биологическую мать считают бабушкой. Что думаете о таком наставлении умершей свекрови и решении семейной пары бросить своих детей ради убийства украинцев? Напишите свое мнение в комментариях.
Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.